Привет из Анапы! Сейчас я отдыхаю в отеле Great 8 на все включено. Я часто бываю в отелях Турции и точно знаю, как должен выглядеть хороший шведский стол в пятизвездочном отеле. Но в России я ни разу не отдыхала на все включено. Давайте сравним вместе со мной. Отель Great 8 расположен в поселке Витязево. Он открылся в 2021 году и считается самым перспективным в Анапе. Полноценный обзор отеля я уже сделала. В описании под видео оставлю для вас ссылку, чтобы вы увидели, какие тут номера, развлечения и пляж. А сейчас посмотрим, чем кормят в России на все включено. Не уступает ли пятизвездочный отель в Анапе моим любимым турецким пятеркам? Идем на завтрак. Еду в ресторане накладывают самостоятельно. Так, жареные сосиски, фузелини, что это? Макарошки с сыром. Еще сосиски. Это 2 вида омлета и творожная запеканка. Вот что я буду. Какая красота! Яблоки запеченные с изюмом. Я думаю, это очень вкусно. Это у нас брокколи, цветная капуста запеченная. Здесь у нас еще один омлет и гречневая каша. 3 вида каши и даже куриный бульон, а здесь нарезочки. Ассорти сыров, сметанка, наверное, разные овощи. Здесь витрина детского питания и йогуртов, фрукты, джемы и мед. Ой, какой интересный! Имбирь и лайм, малиновый и фисташка. Здесь много фруктов, курага, изюм, чернослив, тыквенные семечки, кунжут, порезанные фрукты. Это похоже на консервированные персики. Есть еще апельсин, грейпфрут и ананасы. Свежие булочки. Здесь кофемашина. Вот такой большой выбор чаев. Стоит мед и лимон. Молоко не только обычное, но и соевое. Подушечки, хлопья. Водичка с огурцом и с лимончиком. И значит здесь 4 вида сока. А с этой стороны обычный творог, а здесь со сметаной уже. И кефирчик есть. Здесь посмотрите, какие аппетитные улиточки и круассанчики. И большой выбор пирожных. Вот тут какие-то трюфели красивые. Это яблочный пирог. Симпатичные десертики. И тут еще разные бисквиты. Очень все красиво, аппетитненько. Смотрите, какая банка нутеллы. Я очень люблю творожные запеканки, поэтому я, конечно же, ее взяла. Давайте попробуем. Ой, она просто идеально приготовлена. Я обычно к ним придираюсь, а тут прям такая в меру сладкая, очень нежная запеченная корочка. Супер, вот прям 5 за запеканку. Вообще тут очень хороший выбор, много омлетиков разных, блинчики прямо сейчас пекут, булочки, в общем, опять же, разбегаются глаза, хочется побольше всего взять. Классно, очень хороший выбор. Завтрак мне понравился. Завтрак мне понравился. Давайте посмотрим, чем кормят на обед. Каждый день наполнение шведского стола менялось. Основа блюд могла быть той же самой, но вот готовили их всегда по-разному. Например, из курицы делали чахохбили, рагу и запеканки. А сегодня она в виде жареных ножек. То же самое с другим мясом. Больше всего мне понравилось, что его не просто жарят или тушат, а действительно интересно готовят. То бигус делают, то плов, то утку по-пекински. Приятно видеть такое разнообразие. В уголке здорового питания тоже что-то интересное. Тут не просто рис и куриная грудка,
а супы, овощи на гриле и даже пельмени. Супам на шведском столе в Анапе вообще уделяют особое внимание. Если вы пробовали супы в Турции, то знаете, что их там готовят без гущи. В России, конечно, не так. Еще мне понравились салаты в русском и европейском стиле. Тут и оливье, и свекла с сыром, и классический цезарь. Выбор холодных закусок в России меньше, чем в Турции. А вот по овощам пятерка в Анапе совсем не уступает. Из горячих блюд всегда есть что выбрать. Мне особенно понравились овощные запеканки, картофельный гратен и грибы. А еще я удивилась, что между завтраком и обедом тоже можно было полноценно поесть. В отеле Great Eight готовили шаурму, хот-доги и другие закуски. Для детей в ресторане отведена отдельная зона. В ней все, что может понравиться ребенку. От фруктов и печенья до тефтелей и супов. Также есть йогурты и целая зона с агушей. Десерты тоже оказались очень вкусными. Выбор тут поменьше, чем в пятизвездочных отелях Турции. Зато каждый торт, который я пробовала, оказался нежным и хорошо пропитанным. Обратите внимание на оформление. Я отдыхала в канун Хэллоуина осенью 2021 года, и шведский стол был очень интересным. Часть напитков на обеде можно взять самостоятельно. Чай, кофе, соевое или классическое молоко, вода с фруктами, компоты и соки, кефир, смузи – все это можно налить самим. За коктейлями и алкоголем нужно подойти в бар. Выбор тут мне очень понравился, мне прям хотелось попробовать все. Ну вот посмотрите, что я взяла. Тыквенный суп, я его просто обожаю, сейчас попробуем. Взяла рыбку и разные салатики, закусочки, сыр, даже соленые грибы. Взяла хумус и вот такие вот чипсы. В общем, сейчас все будем пробовать. Давайте узнаем, какой здесь суп. Он прям как надо, он такой насыщенно тыквенный, вот обожаю, когда так. Так готовить не часто, иногда бывает, знаете, такой немножко мучной, а тут прям хороший. Ну а теперь давайте попробуем рыбку, интересно, как ее здесь готовят. Это запеченная форель. Ой, посмотрите, какие красивые кусочки. Мне тоже очень нравится, она прям такая, знаете, не сухая, в меру зажаристая, но очень хорошая. Мне понравилось. В общем, молодцы, обед прям удался. Сейчас буду есть и наслаждаться. Теперь посмотрим, какие ужины на шведском столе в Анапе. Они тоже менялись изо дня в день. Горячее все время готовили по-разному. Посмотрите, какая красота. Ростбиф у нас здесь. Фрикадельки в соусе. Чихакбили, грузинская кухня. Индейка. О, и снова грузинская кухня. Или местная кухня просто, да, наверное, хинкали. Отварные спагетти и лосось. Ой, это нужно будет попробовать. Вот здесь зона, где можно взять что-то для детей. Йогурт и детское питание. Это тоже, видимо, детская зона, да, и зона диетического питания. Манная каша есть. Это у нас рыбка на пару, пюрешечка, спагетти, фрикадельки с рисом, наггетсы и цветная капуста. Вот здесь свежие овощи, есть консервированные, горошек, кукуруза и салатики. Вот салат из кабачка, это что-то вроде оливье. Здесь булгур я вижу, и такой перцы, помидоры, что-то свеженькое. А здесь колбасные мясные нарезки, карпаччо из курицы, профитроли с лососем. Ой, это я тоже возьму, попробую. И такие мясное ассорти сыров, а там дальше соленья.
Вот чего не увидишь в Турции, это грибочки. Обожаю грибы, и как классно, что они здесь есть. Из горячего это было еще не все. Здесь еще одна зона. Грибы, шампиньоны с чесноком, очень аппетитно выглядят. Филе свиное, запеченное, вот смотрите, с черносливом, с курагой. Так, вот здесь у нас пюрешечка и помидоры, запеченные с оливками и с зеленью. Тоже надо попробовать. А здесь супчики, минестроны, куриный бульон. Посмотрите, какой выбор фруктов. Здесь мандаринки, яблочки, апельсины, хурма. Я, кстати, попробовала уже, очень вкусная, шоколадная прям. Фейхоа и груши. Есть большой выбор свежего хлеба. Есть светлые багеты, темные булочки. Тут какие-то печенюшки, вот с орешками, сухарики, мармеладные червячки. Так, тут у нас еще печенюшки и разные посыпочки. Тут какая-то что-то орешки или какая-то крошка. Здесь какао. Дальше идем посмотрим десерт. Круассанчики. Здесь какой-то маковый рулет. Это мусс фисташка. Очень удобно, что все подписано. Красный бархат. Ой, это я тоже хочу попробовать. Захер. И это мусс малина. Тирамису очень красивый, такой в бокалах. Прям здорово. Такие печенюшечки. О, посмотрите, какая красота, как к празднику все оформили. И печенье в виде пальчиков с коготочками. Здесь шоколадный фонтан, зефирки, ананасы. Так пахнет, прям сейчас жалко, что камера этого не передает. Вообще божественный запах шоколада. Яблоки в карамели, такие красивые, аппетитные. И здесь какие-то улиточки с шоколадом и бисквитик. Давайте посмотрим напитки. Здесь водичка с лимоном, с огурцами, томатный сок, яблочный, персиковый и вишневый. Еще можно взять в баре, там соки коробочные, сок Я, очень вкусный, хороший. Здесь кофе можно приготовить, прям такой настоящий капучино с пенкой, кефир и смузи. Мне понравилось, что очень большой выбор и мяса, и рыбы, и овощей. Я прям опять растерялась, мне хотелось попробовать все, но я решила попробовать рыбку. Вот это у нас лосось, это копченая скумбрия, здесь салатик с рыбой и профитроли с лососем. Давайте попробуем лосось для начала. Ой, он очень хорошо приготовлен, он очень нежный, мне прям нравится, и такой в меру соленый. Классно. Теперь попробуем копченую рыбку. Это мне тоже нравится. В общем, с рыбой здесь все хорошо прям. Мне очень нравится, как ее здесь готовят. И давайте профитроли с лососем. Мне кажется, здесь какой-то сливочный сыр. Я, короче, не люблю профитроли, поэтому... Не знаю, я чуть не поняла. Ну, в общем, это не для меня. Лучше поем вот эту рыбку, потому что она действительно клевая. Из напитков на все включено в пятизвездочном отеле Great Eight предлагали соки, чай и кофе, местное вино и шампанское, алкоголь известных зарубежных брендов и самые разные коктейли. Все наливали быстро, очередей не было. Сравнивая с Турцией, скажу, что на нашем юге кормят очень достойно. Шведский стол в отеле Great Eight мне действительно понравился. Все, что я пробовала, было приготовлено вкусно. И каждый раз у меня был шанс поесть что-то новое. А ведь я отдыхала в Анапе вне сезон. Ставьте лайк, если вам тоже понравился выбор на шведском столе в России. И если вам интересны обзоры еды в отелях, не забудьте подписаться на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.